Честно говоря, мне вот речь Путина не показалась ни жесткой, ни какой-то, так сказать, такой, знаете, прям невероятно, так сказать, какой-то вот новый или прочее, прочее. Я считаю, что он выступил вполне в русле того мейнстрима, как сейчас говорят, того мыслительного процесса, который в России стал главным содержанием политического дискурса. Может быть, для Запада это было откровением, но для нас, на самом деле, все, что он сказал, это соответствовало мыслям подавляющего большинства населения. Может быть, поэтому для Запада это является откровением. Когда западные средства массовой информации пишут о том, что это была самая жесткая речь Путина, что они удивлены, потрясены, я не знаю, чего они ждали. Может быть, они ждали покаяния после, так сказать, введения санкций? Может быть, они думали, что вот они ввели санкции, и вот, наконец, сейчас президент Путин выйдет, и что такое там промямлет, и скажет, ну да, вот мы были где-то неправы, вот сейчас мы что-то там осознаем и так далее. И, конечно, мы готовы приползти обратно на брюхе или что-то в этом роде, но в таком случае они большие фантазеры, или они вообще не понимают того, что происходит в России. Опять же, хорошо то, что происходит в России, или плохо, это вопрос другой, это пусть каждый как бы решает для себя. Для нас хорошо, для них может быть плохо, но это именно так происходит, а не так, как им бы хотелось. Поэтому, если у них были фантазии насчет того, что вот все-таки, когда же эти санкции начнут действовать, когда же все-таки российское руководство придет и скажет, вот, ну все, мы поняли, да, что вот надо разговаривать там, как министр иностранных дел Козырев, или что-то в этом роде. Этого не произошло. Видимо, это вызывает у них разочарование. Ну и плюс, второе, все-таки у меня всегда, когда я разговариваю с людьми с Запада, у меня вопрос, вот они, до какого момента они верят в то, что они говорят, и после какого момента это начинается манипуляция. Потому что иногда, действительно, здесь уже об этом говорилось, невозможно понять, они просто заигрались в собственной идеологемой, как бы, да, и верят своим же собственным каким-то тезисам, постулатам, или действительно не понимают, что они вмешиваются в наши внутренние дела, действительно не понимают, что после распада Советского Союза ничего хорошего для нашей страны они не сделали, действительно не понимают, что они вторгаются в сферу национальных наших интересов, а им вроде как все можно. Вот они этого не понимают, действительно, искренне не понимают, или на самом деле это не более чем игра слов, потому что я тоже прошелся, так сказать, что называется, наискосок по статьям, которые были реакцией на речи Путина, и такое ощущение, что их возмущает вообще сам факт того, что мы посмели что-то там говорить в свою пользу. То есть, грубо говоря, агрессией они считают нашу попытку договориться. Они считают авторитаризмом то, что мы пытаемся обозначить свои какие-то национальные интересы. Потому что мне кажется, вот я почему начал с того, что не считаю речь Путина жесткой. Мне кажется, Путин всю свою речь посвятил тому, что мы бы не хотели так поступать, но вы нас к этому вынудили, вы вынуждаете нас к этому. Это наша реакция, она нам кажется закономерной, по-другому мы не можем действовать и не будем действовать. Если вы, может быть, когда-то действовали, то теперь это время закончилось. Но именно это на Западе воспринимается как агрессия. А что ж тогда не агрессия? Не агрессия – это лапки кверху, в стиле Козырева. Вот так получается. Но в таком случае эти люди просто не понимают, в каком мире они живут. Не они его придумали. Да, и, может быть, они совершенно не чувствуют уже почву под ногами. А что касается вот этих пресловутых санкций, вот то, о чем говорил господин Проханов, насчет того, что вот Шувалов сказал, что, может быть, у нас теперь будет другое Министерство экономического развития, еще какое-то параллельное и прочее, прочее. Если к этому привели санкции, то слава богу. Хотя я лично не понимаю, почему до этого нельзя было додуматься без санкций. Да, по поводу тех вопросов, которые Путин должен задать себе или, скажем, перед лицом страны, я согласен, что такие вопросы есть, но они касаются, в первую очередь, внутренних проблем. Что касается внешних проблем, которым в основном был посвящен Валдайский клуб, то, мне кажется, здесь все ответы даны. Абсолютно. И более того, если бы он стал отвечать на те вопросы, которые вот здесь Николай Васильевич поставил, то боюсь, что речь стала бы еще более жесткой. Потому что не вспоминать про 90-е или не вспоминать про то, что происходит в наших отношениях с Западом, в этом смысле просто невозможно. Если хотите, я отвечу вам на эти вопросы. Хотя, мне кажется, на эти вопросы ответы звучат постоянно. Например, почему так произошло с Украиной? С Украиной так произошло, потому что, распался Советский Союз, что Путин называл катастрофой. Потому что долгое время мы следовали в фарватере западной политики, вследствие которой мы не должны были иметь зону национальных интересов в этих странах. Потому что мы долго верили тоже по западным лекалам, что якобы торгово-экономические отношения решают все проблемы. Дальше по списку. Потому что мы были уверены, что НАТО не двинется на восток, а оно двинулось на восток. Сереж, простите, и так далее, еще есть очень важный пункт. Двойное предательство. Потому что Крым предал и Горбачев, и Ельцин тогда в Беловежской. Конечно. Случае.
Конечно. И тогда же Кравчук писал, что был сильно удивлен, что вопрос Крыма не встал. Хотите по санкциям? Да, вот санкции влияют на нашу экономику. Да, влияют. А почему они влияют на нашу экономику? Я вам тоже могу найти все эти ответы, дать такие же, так сказать, на эти вопросы дать такие же ответы. Потому что мы свою экономику поставили в полную зависимость от глобальной, вот этой системы распределения труда. Хотя я лично считаю, что мы должны были свою экономику, в первую очередь, в своих собственных интересах выстраивать, а не встраивать ее в глобальное распределение труда, как это нам говорили те же самые западные эксперты, которые сюда приезжали, да? Дальше санкции. Вот вы здесь упоминали о примате международных договоров в Конституции России. А как он там оказался? Как он там оказался, этот примат? Потому что эту Конституцию писали с помощью американских консультантов. И по поводу этой нормы выступают много-много лет и говорят, что она на самом деле ничего хорошего нам не принесла. Поэтому, если бы он отвечал на эти вопросы, то его речь была бы еще в разы жестче. И совершенно там не было бы таких ответов, которые вам хотелось бы услышать, чтобы он сказал: вы знаете, мы вот виноваты, зря мы взяли Крым, вообще зачем мы полезли на эту Украину, зачем нам вообще внешняя политика, для чего мы модернизируем свою армию, это что, ерунда. Надо выстраивать нормальные отношения с США, надо приглашать западных инвесторов, вот тогда было бы все хорошо. Так выстраивали, приглашали, ничего не получилось. Но вы знаете... Понимаете, не, секунду. Ведь все-таки действительно, эксперты, политики, историки, но вот это сиюминутное клиповое мышление, оно же в данном случае неприменимо. Вы говорите, хватит вспоминать 90-е. Но это в историческом плане достаточно короткий период, совсем небольшой. Их невозможно не вспоминать. Потому что то, что происходит сейчас, в значительной степени следствие того, что происходило тогда. Потому что тогда закладывался фундамент новой российской государственности. Вот та же самая коррупция. Разве не на коррупционных схемах, собственно говоря, была заложена фундамент экономики? Мы просто пожинаем плоды всего того, что было. Есть ли у Путина ошибки? Да наверняка есть. По внутренней политике, так сказать, масса вопросов. Вот здесь как раз говорилось и об экономике, и о том, что действительно надо искать какой-то компромисс и так далее, и так далее. Но те ответы по внешней политике, которые вы ждете от Путина, они будут еще более неприятны для Запада, чем то, что он говорит в своей речи.